Ребята, привет! Сегодня будем разбирать вторую часть ЕГЭ по математике. Сразу скажу, вариант составлял я, и номер 13 чуточку посложнее обычного. Зато полезнее и интересней. А остальные задачки будут четко по канону. Вы легко убедитесь в этом сами, скачав вариант по ссылке слегка сибирской в описании к этому ролику. Кстати, это в любом случае стоит сделать, потому что сначала задачки нужно решать самостоятельно, а уж затем смотреть разбор. Поехали! Первая задачка. Решить уравнение и отобрать корни из полуинтервала. Те, кто уже успел подумать, смело могут смотреть далее. Если вам в условии попалось длиннющее уравнение, это еще не значит, что оно сложное, хотя бывает и сложное. В нашем случае все легко. Этот большой палец вверх я поднял за тех, кто переписал условия без ошибок. А сейчас мы находим ОДЗ. Смотрите на тригонометр. В аргументе первого логарифма затесался синус. Требуем от него положительности. Нас интересует первая и вторая четверти. Во второй логарифм просочился косинус, и он тоже должен быть больше нуля. Первая и четвертая четверти. Пересекая эти два условия, мы уже хорошо понимаем диапазон значений переменной, с которой нам предстоит работать. А вот еще подкоренное выражение. Оно, конечно же, должно быть не отрицательным. Не будем терять время на писанину, оформляя промежутки значений, которые удовлетворяют этому неравенству. Вот здесь синус поравнялся с минус 1/2. Кроме этих точек, нужно выбрать те, которые дают значение синуса больше минус 1/2. Но, ребят, посудите сами, мы и так работаем только лишь с первой четвертью, а в ней синус заведомо положителен, то есть никаких новых ограничений у нас не появится. И последнее. Знаменатель не должен равняться нулю. Но это пожалуйста. Косинус не должен равняться плюс-минус единице. Значит, аргумент 6х не должен совпасть с точками Pn, где n целочисленно. А значит, сам x не равен Pn на 6, где n все еще целое число. Давайте-ка выколем все эти точки. Кто не понимает, как это делать, возьмите конкретное значение n. Если n равно нулю, то будет 0. Если n единица, то π на 6. Если n равно 2, то x не равно 2 π на 6. Затем 3 π на 6, 4 π на 6 и так далее и тому подобное. Все эти точки выкалываем. Если с областью допустимых значений переменной вам все понятно, то двигаемся дальше. Ну а кому непонятно, я посвящаю вот эти еще более непонятные жесты. В левой части нашего уравнения стояла дробь, которую хотелось бы обнулить. Но пораскиньте мозгами. Первый множитель точно не 0 по УДЗ. Значит, все дело во второй скобочке. Чтобы ее преобразовать, давайте заметим, что корень из 7 это семерка в 1/2. А 343 это третья степень все той же семерки. Осталось понять, что я вам тут насочинял с помощью частного логарифмов. Да это же формула перехода к новому основанию в явном виде. Вот я ее записал на всякий случай. Мы имеем логарифм 2 по основанию 7. Легкотня. Вспомним мы еще несколько логарифмических свойств. Например, степени оснований можно вынести как коэффициент в виде перевертыша. Если что, перевертыш это не математический термин. Далее видим сумму логарифмов и вспоминаем, что все это можно слить в логарифм от произведения, что мы и сделаем. После этого останется чуть-чуть вспомнить тригонометрию, а именно распознать синус двойного угла и сказать, что наш синус равен единичке. После этого наш аргумент равен π на 2 плюс 2πk, где k целочисленно, ну а сам x равен π на 4 плюс πk. Чу, это была смешная шутка, не так ли? Сейчас мы отметим наше решение. π на 4 плюс πk. Чу, это еще раз была смешная шутка для тех, кто не оценил с первого раза. Серия 3 π на 4 плюс 2πk нам не годится по УДЗ. Начинаем отбор корней, ведь π на 4 плюс 2πk все-таки годятся. Здесь главное не забыть вот эти аббревиатуры LG, LN. Так никто не читает, это десятичные натуральные логарифмы соответственно. В какую степень возвести 10, что получилась единичка? Это, конечно, 0. Основное логарифмическое тождество даст в правой границе 2π. В итоге нам годится первая орбита, как я ее называю, от 0 до 2π, и подойдет только один корень в пункте b. А именно корень π на 4. Все, кто осилил эту задачу, большие молодцы, успехов вам по жизни, и начинаем стереометрию. Кстати, если у вас останутся какие-либо вопросы по этой задаче или другой, смело пишите. Ну а сейчас читаем условия. Все ребра правильной треугольной призмы ABC А1, Б1, С1 равны 6. Через середины ребер АС, ББ1 и вершину А1 призмы проведена секущая плоскость. Для начала докажем, что ребро BC делится секущей плоскостью в отношении 2 к 1 счета от вершинки С, а затем будем искать угол между плоскостью сечения и плоскостью основания. Стройте сечение, доказывайте, вычисляйте, ну а затем смотрите разбор. Перед вами правильная треугольная призма, передо мной тоже. Вот они три точки, через которые строим сечение. Сначала очевидный шаг. Соединяем А1Н и А1М. А дальше давайте-ка попробуем продлить каникулы и пересекаем прямую А1М с АБ. Получаем точку С, она в нижнем основании, как и точка Н. Соединим север с югом, если вы понимаете, о чем я. И получим итоговое сечение, которое на самом деле нас и не просили строить. Именно поэтому мы построим его еще один раз.
пересекаем А1N с прямой CC1, получаем точку Q, которую соединяем с M. Вот и все. Далее, нас просили доказать то, что CP к PB относится как 2 к 1. Заметьте, что C1A1 равно 6, CN равно 3, треугольники CQN и C1Q1 подобны, поэтому CQ равно 6. Затем PCQ подобен PBM, и если CQ равно 6, а MB равно 3, а это правда, то и получается, что CP к PB это 2 к 1. Кстати, пункт А можно было бы доказать с помощью теоремы Менелая или других греческих героев. Ну а я озвучил то, что записал, а записал я то, что озвучил. Пока вы развесили уши и думаете, о чем это я, уже построен линейный угол искомого двугранного угла. К прямой пересечения NS опущено 2 перпендикуляра, A1H, а затем HA, он тоже будет перпендикулярен, потому что он проекция наклонной HA1 на плоскость основания. Дальше дело техники. Предлагаю в треугольничке NAS найти высоту AH. Кстати, на мой взгляд, она будет внешняя. Все-таки угол NAS был равен 60 градусам. Сейчас я с помощью теоремы косинусов начал вычислять отрезок NS. Как по мне, он еще сослужит службу. Идея поиска высоты проста. Как бы она ни располагалась, попадала бы на отрезок NS или вне его, ее всегда можно вычислить с помощью площадей. Смотрите как. Записываем площадь треугольника NAS с помощью полупроизведения сторон на синус угла между ними, там синус 60, если что. А затем еще раз записываем площадь треугольника, только уже с помощью полупроизведения стороны NS на высоту, проведенную к ней, которую мы как раз и ищем. Высота получилась ни много ни мало 6 корней из 3 делить на корень из 13. Тангенс уголочка здесь совсем безобидный, потому что ребро АА1, то есть противолежащий катет, мы знали, шестену равно, значит тангенс альфа равен корню из 39 делить на 3. Ну а в ответе, мы же люди не глупые, напишем искомый уголочек, то есть арктангенс упомянутого значения. Задачка решена, все, кто и осилил, молодцы, двигаемся дальше. На очереди у нас неравенство, и вы не поверите, как экзотически звучит условие этой задачи. Решите неравенство. Само неравенство перед вами, и чего тянуть? Вы умны, я чертовски умен. Начинаем. Мой добрый совет всем без исключения на экзамене начинать с ОДЗ, ровно как и сделали мы в 13 номере. Ну и поскольку там мы сделали так, сейчас мы сделаем этак. Исключительно равносильные переходы. Заменив модуль с логарифмом на t, переписываем все неравенство с помощью одной переменной t. Перекидываем t-шечку направо и приводим все к общему знаменателю. У нас получится дробь, которая меньше или равна нуля. Ну, это вещь безобидная. В числителе раскрываем скобки, приводим подобные, а затем главное не сплоховать на уровне 8 класса, заметить формулу разность квадратов. t в квадрате минус 8t плюс 16 это просто t минус 4 и все в квадрате. Четверка кратный корень, если что. То есть на числовой прямой наши знаки минус плюс плюс, это если справа налево. То есть относительно t неравенство решено так: либо t четверка, либо t больше 5. И здесь все было равносильно. Сделав обратную замену, займемся первым случаем. Спросите себя, модуль какого числа равен 4? Только четверки, либо минус четверки. И не надо здесь мучиться по определению в два случая модулю раскрывать. Безобидно находится логарифм x по основанию 2, он равен либо восьмерке, либо нулю. Значит, x равен либо 256, либо единичке. После этого на радостях беремся за второй случай, и здесь у нас неравенство с модулем. И опять же скажу, ребят, обойдитесь без раскрытия модуля в лоб. Осмыслите вот такой вот красивый переход. Ну а кто его не понимает, просто спросите. Мы же сейчас найдем подходящие иксы. Заметьте, что в первом неравенстве совокупности мы не будем упоминать о положительности переменной x, потому что мы пишем x больше 512, так это значит он подавно положительный. Но во втором неравенстве важно, конечно, сказать, что x, который мы сейчас напишем в ответ, принадлежит от 0 до 1/2. Кроме того, обязательно в ответе нужно указать точки 1 и 256. Ну и, наконец, открытый луч от 512 до плюс бесконечности. Вот такие симпатичные степени двойки на границах нашего ответа. Всем, кто не запутался с модулями, мое почтение. Ну а кто запутался, компенсируйте баллы планиметрии. Читаем условия. Трапеция ABCD, основание AD вдвое больше основания BC. К это серединка диагонали AC, и прямая DK пересекает сторону AB в точке L.
Первым делом докажем то, что AL вдвое больше, чем BL. А затем будем искать площадь четырехугольника BCKL. На мой взгляд, задачка роскошная. Вот вам рисунок к ней. Заметьте, что ДК — это медиана треугольника ACD. А что будет, если мы ее удвоим? То есть на прямой ДК за точку К построим отрезок, равный ДК. С виду получившийся четырехугольник ECDA напоминает параллелограмм. Случайность? Не думаю. Ведь по нашему построению отрезок КД равен отрезку ЕК. Получается, что точка К делит диагонали четырехугольника АС и ЕД пополам. Так это же и есть признак параллелограмма. Что же нам дает такой финт ушами? Если АД равен 2х, то BC обязательно равен х. Это по условию. Получается, что отрезок ЕБ, простите за вульгарность, равен х. А стало быть, в треугольнике ЕАС АБ и ЕК являются медианами. То есть точкой пересечения L они делятся в отношении 2 к 1, считая от вершины. Это и доказывает пункт А задачи. Теперь по поводу площади четырехугольника. Несмотря на желтизну, я буду именовать его Black. Итак, наш питомец Black имеет некую площадь, которую требуется найти. Лично я просто обожаю такие долевые задачки. Давайте будем наблюдательными и заметим, что вершины А, Б и С образуют треугольник. Та же самая мистика с вершинами А, С, Д. Мало того, треугольники имеют общую высоту, которая совпадает с высотой трапеции. На этом нужно сыграть. Найдем отношение площадей треугольника АБС и АЦД через полупроизведение стороны на высоту, проведенную к этой стороне. Окажется, что наша трапеция площади 9 разбита на два треугольника площадями 3 и 6. Чтобы найти площадь Блэка, давайте вычислим соотношение площадей LAK и BAC. У нас есть немало данных о сторонах этого треугольника. Кроме того, они имеют общий угол, который я обозначил за альфа. А сейчас записывается площадь через полупроизведение сторон на синус угла между ними. Здесь все суперски сокращается, и в итоге мы имеем отношение 1 к 3. Получается, что площадь треугольника АЛК равна единице, а АБС, если помните, равна была 3. Значит, площадь Блэка мы найдем с помощью разности. 3 минус 1. Кто сумел посчитать это без калькулятора, получает мои аплодисменты. Ну а теперь открываем новые горизонты, читая условия экономической задачи. 15 января планируется взять кредит в банке на 2 года. 1 числа каждого месяца долг возрастает на 2%. Со 2 по 14 число необходимо выплатить часть долга. С 15 числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на 15 число предыдущего месяца. Известно, что в течение 2 года кредитования нужно вернуть банку 339 тысяч рублей. Какую сумму нужно вернуть банку в течение 1 года кредитования? That's the question. Представьте, что наш заемщик взял 24 золотых червонца, курс которых к нынешнему рублю неизвестен, и поэтому я буду писать букву S. Через месяц его долг был 23 червонца, затем 22 и так далее. Никак иначе. Кто не понимает, почему все это правда, посмотрите 43-е видео. Там была похожая задачка. А сейчас уже записаны величины долгов на 15 число каждого месяца. Кстати, умножая соответствующие долги на R сотых, то есть подсчитывая R процентов от числа, мы поймем, сколько человек переплатил за пользование кредитом. Если что, всю эту таблицу в решении, боже упаси, приводить не надо. Я ее сейчас изваял только для вашего понимания. Понимание того, как работают банки. Смотрите. Щедрый банк выдает кредит на 2 года. В любом случае, эту же сумму заемщик должен в течение 2 лет отдать. Бог дал, Бог взял, так сказать. Но кроме того, нужно еще будет переплатить проценты за пользование кредитом. А в жизни еще страховку, комиссию за переводы и так далее и тому подобное. Вы главное поймите, что за 2 год обязательно нужно выплатить 12 червонцев, 12S. А кроме того, переплатить за пользование кредитом, то есть выплатить все вот эти проценты, начисленные на 12S, на 11S и так далее. Арифметическая прогрессия вам в помощь. В нашей скобке, например, написано всего лишь навсего 78S. Умножаем их на 2 сотые и находим из этого уравнения S. Числа хорошие, S равно 25. Так, ну а что же заемщик выплатит в 1 год? Ну, во-первых, 12S – это половина основного долга. Кроме того, проценты за пользование кредитом. Эти проценты начислялись на оставшуюся сумму долга, то есть на 24S, на 23S и так далее до 13S. Вновь арифметическая прогрессия, как некий супергерой, позволяет найти сумму червонцев в скобке, их оказывается 222. Понимая это, мы записываем выражение при подстановке S равное 25, в которое мы получаем правильный ответ 411 тысяч рублей. Все
Все, кто одолел задачу, молодцы, двигаемся дальше. На очереди параметры, если быть точнее, всего лишь один параметр. Видео под номером 1475 или параметрическая задачка из 93-го ролика вам помогут разобраться с неравенствами на плоскости и модулями. Условия нынешней задачи перед вами. Найдите все значения А, при каждом из которых неравенство имеет единственное решение. Эту задачу, конечно же, можно было бы решать по-разному, я покажу графическое решение. Кстати, графическое решение можно было бы реализовывать по-разному, но я очень надеюсь, что подход, который вы увидите, будет понятен всем. Вот наша проблема номер 18. Зовем на помощь координатную плоскость. Обратите внимание, А это функция, x ее аргумент. Нам предстоит раскрывать модуль. Нет проблем, сначала изобразим 0 подмодульного выражения, а именно прямую А равно x. В случае, если А не превосходит x, мы раскрываем модуль с плюсом и получаем безобидное квадратное неравенство. А больше или равно x в квадрате минус 2x. В случае равенства, параболу, мы изобразим только юго-восточней нашей прямой А равно x. Если x равен нулю, то ашечка тоже. Если x2, то А вновь 0, а значит вершинка в точке 1. Давайте найдем значение функции в точке 1, после чего получаем параболу. Тут, кстати, важно понять, в какой точке она пересекает прямую А равно x. Но это сделать очень легко. Либо просто решить систему, либо заметьте, что при x равном 3, А равно 3, и эта точка, конечно, принадлежит прямой. Какая именно область из двух полученных годится, я думаю, вы в курсе, но если не в курсе, то возьмите точку x равно единице, А равно 0 и подставьте неравенство, которое обратится в верное, а значит точка вместе со всей областью годится. Теперь второй случай. Если А больше x, то модуль раскрывается с минусом. Но суть от этого не меняется, мы все равно выражаем А и получаем А меньше или равно минус 1/9 x в квадрате плюс 4/3 x. Тут я в сторонке делаю вычисления, чтобы потом, после монтажа, так вот устно заявить, что вершина параболы находится в точке 6. С учетом того, что ветви нашей параболы направлены вниз, а модуль функция непрерывная, то есть парабола пойдет из 0,0 и обязательно попадет в 3,3, мы делаем вывод, что наибольшее значение функции достигается в точке 3 и равно оно тоже 3. Получается, единственное решение неравенства возможно только при А равно минус единице, тогда находится лишь один x, который попадает в наше множество. И еще при А равном 3 мы получаем x равный 3, который единственный и удовлетворяет исходному неравенству, а также нашим эстетическим запросам, которые мы и выдаем в ответе. Наш ответ А равно минус единице, А равно тройке. Осталась последняя, нетрудная, 19-я задача. Сделайте глубокий вдох, выдох и читаем условия. После того, как учитель доказал классу новую теорему, выяснилось, что большая часть класса не поняла доказательства, жизненная задача. На перемене один ученик вдруг понял доказательства, и только он. Также известно, что в классе учится не более 30, но не менее 20 человек. Первый пункт. Могло ли получиться так, что теперь уже меньшая часть класса не понимает доказательства? Второй вопрос. Могло ли получиться так, что исходно процент учеников, понявших доказательства, выражался целым числом, а после перемены не целым числом? И третья загадка. Какое наибольшее целое число может принимать процент учеников класса, так и не понявших доказательства этой теоремы? Ну что ж, начнем. Первые два пункта совсем безобидные. Нарисуем очки Джона Леннона, главное не спутайте их с очками Гарри Поттера. Пусть одно очко символизирует у нас, неудивительно, 21 человека. Из них 11 не поняли доказательства, 10 поняли. А потом один человек понял доказательства, то есть понявших стало 11, но и не понявших стало меньше, их стало 10. Значит, рисуем нос Джона Леннона, ни в коем случае не Гарри Поттера, и отвечаем yes. Пункт Б будет очень легкий. Сейчас я с первой попытки приведу нужный пример. Пусть у нас есть 5 и 5, 25 учеников, 7 из них понятых. Умножаем эту дробь на 100%, получаем целое число процентов. Но если количество понятых увеличить на 1, то дробь уже будет 8/25, и она при умножении на 100% даст вновь целое число процентов. Ребят, кажется, я вас обманул. Но не надо камней, лучше подумаем, в чем проблема. Проблема в том, что 100 делится на 25, и какое бы количество понятых мы ни взяли, процент от общего числа всегда будет целым. Хорошо, тогда давайте возьмем класс из 30 человек. 3 умника, поняв доказательство на перемене, составили 10% от общего числа учащихся. Далее, на перемене один человек кричит Эврика, и теперь понятых у нас уже 4, и их доля от общего числа не является целым числом процентов. То есть наш ответ на пункт Б такой же положительный,
положительные, как и на пункт А, и такое тоже бывает. В математике вообще много чего бывает. И если это понятно, то двигаемся дальше. Напомню условия. Какое наибольшее целое число может принимать процент учеников класса, так и не понявших доказательства этой теоремы. Поскольку на перемене все-таки один ученик понял доказательство, получается, что количество не понявших доказательства от общего числа учеников отличается хотя бы на 1. Рассмотрим этот предельный случай. То есть n это количество ребят в классе, а k это некий целый процент. Нам бы очень хотелось максимизировать k. Но в любом случае, если он целый, тогда 100, получается, должно делиться на n. Притом n надо выбрать большим, чтобы 100 делилось на что-то большое и было маленьким, и из 100 вычиталось что-то маленькое, и k было бы большим. Я думаю, вы меня поняли. Кстати, n имеет ограничения, поэтому n мы можем выбрать с учетом делимости только 20 или 25. Но выгоднее будет 25 взять. Тогда k равно 96%. Но это еще не есть ответ. Может быть, числитель нашей дроби первой строчки не n-1, а n-2 или n-3, то есть количество людей, которые не поняли теорему, не обязано отличаться на единицу. Но тут дело такое, если количество ребят, которые не поняли теорему, отличается от общего числа ребят в классе хотя бы на 2, то самое лучшее, что мы могли бы получить, это 28/30 да на 100, и то без учета делимости. Но такая смешанная дробь меньше 96, значит уже сейчас можно с чистой совестью писать ответ 96%. Все, кто одолел этот вариант, большие молодцы, успехов вам на экзамене!